Всем привет! Давайте разберем шумиху с сертификатами от Microsoft Windows 11, Windows 10 для компьютера и ноутбука. То есть сертификаты предназначены для безопасной загрузки Secure Boot. Что это значит? Как их обновить и какой сертификат, что означает, для чего предназначен и что будет, если не будет сертификата. Значит, существует 5 сертификатов. Главный сертификат платформ Key, который обновляется производителем материнской платы или модели ноутбука через прошивку BIOS. Также сертификат KEC, главный сертификат, который подписывает все остальные 3 сертификата. Он хранится также в UEFI загрузчике, то есть он подписывает Windows UEFI сертификат. Это самый важный сертификат, чтобы загрузчик Windows и восстановление системы работали. То есть если вы скачаете Windows где-нибудь без этого, со старым сертификатом начнете устанавливать, вы не запустите Windows 11, так как загрузчик будет думать, что это поддельная Windows. Следующий сертификат обновляется Microsoft UEFI, подписывает сторонние загрузчики, к примеру, Linux, UEFI приложения, также возможность делать сканирование антивирусами через флешку при загрузке, всякое такое. И Microsoft Option ROM, тоже важный сертификат, к примеру, если вы сменили видеокарту или сетевую карту и запустили ПК с Windows, то она не запустится, так как будет старый сертификат, нужен новый 2023. Старые сертификаты называются также и только 2011. Истекают старые сертификаты в середине, может, в октябре 2026 года. Значит, разобрали, что каждый сертификат главное означает. В первую очередь вы должны отключить BitLocker, и параметр в BIOS безопасной загрузки Secure Boot должен быть включен. Погнали. BitLocker. Это потом, чтобы не было проблем, потому что потом вы вообще не загрузите. Смотрим. Диск C отключен, это главное. Все, больше ничего не интересует. Если у вас тут будет отключить BitLocker, нажимаем отключить BitLocker. Я рекомендую отключить на всех дисках, которые, если у вас включен. Но я думаю, вы им не пользуетесь и не нужно. Следующий момент. Нужно включить безопасную загрузку. У меня на сайте есть для всех производителей. То есть в первую очередь вы должны перевести режим Windows UEFI мода или UEFI мода, или просто UEFI. То есть загрузка CMS должна быть UEFI. Например, здесь написано «очень ось», другая ось. Это не подходит. То есть, на русском другие оси и режим Windows UEFI. Должно быть режим UEFI. Посмотрите, это обязательный фактор, чтобы включилась безопасная загрузка. Значит, у меня на сайте есть для Asus, ASRock, Acer, Lenovo, Gigabyte, Intel и MCI. То есть переходите на сайт, и вот тут, если надо, как включить Security Boot. ASRock, как включить Security Boot со всеми нюансами и вытекающими, чтобы я не тратил время, потому что я в BIOS с видеозаписью не зайду. И далее приступаем. Самый действенный способ обновить сертификат – это открыть центр обновления Windows. Смотрите, делаем по шагам, кто хочет правильно обновить. Центр обновления Windows, устанавливаем все обновления, какие есть. Последняя версия Windows это 11, 25 и H2, обновляем все. И Windows 10, там 22 H2, обновляем все. Далее, самый действенный, кошерный способ, стабильность, чтобы все работало, это обновить прошивку BIOS своей материнской платы или модели ноутбука. Чтобы узнать модель, нажимаем Windows R, пишем MS-Info 32, далее определяем изготовителя. У меня Asus, у меня компьютер, материнская плата Asus, модель Prime B450 MA. Я, вбиваю в Гугле BIOS апдейт или обновление BIOS, перехожу по ссылке на сайт, меня сразу перекидывает на официальный сайт прошивки BIOS. На каждого производителя будет также инструкция, можете в YouTube посмотреть других авторов, как обновить BIOS, но ничего сложного нету. Закидываете на флешку, загружаетесь как установку Windows. Мы видим, что 2026 год, то есть все сертификаты там обновлены 100%. Скачать, закидываете на флешку, обновляете. Это я не буду этой темы касаться, как обновить BIOS. У меня на сайте есть пример по материнской плате ASRock, можете посмотреть, или лучше посмотреть YouTube ролики. Дальше
обновили сертификаты BIOS. Те, кто не хочет обновлять BIOS, можно обновить через PowerShell принудительную задачу. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши по кнопке «Пуск» или сочетание кнопок Windows X и запускаем терминал администратора. Windows 10 – это PowerShell администратор. То есть PowerShell запускаем. В PowerShell пишем, значит, команды. Давайте проверим главный сертификат. Вот этот платформ PKK. Он не обновляется и не зависит от Microsoft никак. Это сертификат производителя материнской платы или модели компьютера. Именно он туда закладывает. И именно через прошивку он обновляется. Значит, мы видим, что он есть в загрузчике UEFI в памяти. Значит, ладно, это не главный сертификат, без него будет работать. Но BIOS нужно обновлять, чтобы не было никаких проблем в дальнейшем с техническими программами, всякими сторонними загрузчиками и всем остальным. Если вы их не используете, всякие Linux и сканирование всяких программ при старте компьютера, то не нужно. Значит, проверяем сертификат Windows, сертификат, который главный, который дает системе загрузиться и проверяет восстановление WinP. Значит, задаем следующую команду, они будут одинаковые, только здесь будет меняться Microsoft, Windows, Options, и все, нажимаем Enter. Мы видим, что команда дала ответ True. Значит, сертификат присутствует в системе. Давайте проверим сертификат Microsoft UEFI CA 2023. Вот мы видим, что заменилось только название сертификата имя. Опять видим, что true. Проверим главный сертификат KEC, который подписывает все остальные DB-сертификаты. То есть нажимаем. Мы видим, что опять же пишется так, Microsoft KEC True, то есть он присутствует. И проверим сертификат, который проверяет железо. То есть если вы замените видеокарту, сертификат будет не обновленный, вы не запустите его из Windows. То есть пишется fetch. Но буду разбираться потом. Это, скорее всего, надо после этого, смотрите, после этого, это просто команды, они просто проверяют, есть ли данные сертификаты или нет. Вот у меня сертификата Microsoft Option ROM, его нет, он не обновлял. Но это надо обновить, пару раз перезагрузить. Сейчас объясню. То есть самый достоверный способ – это скачать прошивку BIOS и обновить. Но это для профессионалов, новички могут обновить через PowerShell. То есть задаем следующие команды, чтобы обновить. Давайте я окно PowerShell открою заново, чтобы не путаться. Значит, чтобы обновить, нужно сертификаты, нужно принудительно задать значение в реестре. Пишем команду, значит, вот по ветке в реестр, безопасная загрузка, задаем значение на принудительное, то есть на обновление сертификатов. Нажимаем Enter, мы задали значение. Теперь нам нужно создать задачу, чтобы она стартовала, эта задача по обновлению данных сертификатов. То есть пишем следующую команду, Microsoft Security был update. Значит, нажимаем Enter, и теперь главный момент, перезагружаем компьютер, ждем, если там будет установка или что, ждем загрузки, нажимаем пуск, выключение, перезагрузить компьютер. Перезагрузили один раз компьютер, загрузились на рабочий стол, подождите там секунд 20, если у вас мощный компьютер, можете сразу перегружать. Если у вас слабый компьютер хрустит, нужно время для загрузки, подождите лучше 2 минуты и минуту, потом нажмите и перезагрузите еще раз. Запомните, нужно 2 перезагрузки после ввода этих команд. Далее вы можете командами выше заново проверить, установлен ли сертификат. Вот, например, true или false. True установлен, false это значит не обновлен. Значит, такими вот хитрыми способами можно было обновить сертификаты. Но давайте поговорим теперь о моментах, какие могут быть с этими сертификатами. Почему вот лучше обновить BIOS, чем через PowerShell? Потому что для обновления главного ключа KEC и полной уверенности, вот самый главный сертификат KEC, давайте открою, вот он, KEC,
самый главный, он должен работать обновленно, стабильно, чтобы подписывать и пускать на загрузку другие сертификаты. И именно это делается лучше через прошивку BIOS. Но если он у вас обновился через PowerShell, то значит через PowerShell. Но лучше всегда делать то, что заложено производителями, особенно если это касается ноутбуков. Значит, что делать, например, с загрузочными старыми флешками, реаниматорами, WinP, LiveCD. Если вы, к примеру, у вас есть эти загрузочные флешки, да, реаниматоры всяких, в них нужно просто заменить файл bot.mngme.uefi. То есть берете, скачиваете Windows 11, переходите по пути в загрузчик Security Boot, берете этот файл, закидываете себе на флешку. Но лучше перезаписать данные реаниматоры, то есть заново создать, скачать свежие, если вы там пользуетесь каким-нибудь стрельцом и всяким остальным, и все остальное, так как они потом уже не будут работать уже после конца 2026 года. Иногда еще один момент. Windows BIOS не дает записать к себе сертификаты. В этом случае, смотрите, вы должны вот в некоторых ноутбуках, где HP, Dell, да, установить в BIOS галочку, включить Microsoft сертификаты UEFI Key. Сохраните в 10 и именно должно быть включить. Или тут переключить Enable, но не другое, именно Enable. Кроме того, если у вас другой BIOS и такой Enabled MS UEFI нету, вы должны зайти в Key Manager, он находится в Security Boot, и сделать очистку ключей. Clear Security Boot Case. Далее очистили ключи, старые ключи очистили. Далее нажимаете, на другом BIOS уже покажу, срок. Install ключи по умолчанию кейс. Нажимаете S. У вас также может быть не install. Вот тут можете вот на этом примере, смотрите, нажали сначала очистили ключи, Clear Security Boot Case, потом установили ключи. Далее строка может быть еще называться Restore Factory Case, то есть восстановление ключей. Нажимаете F10, выходите и смотрите такой нюанс. Но если у вас будут проблемы с данными сертификатами, когда они не устанавливаются и ничего не делается, именно нужно понаковырять сбросом ключей в BIOS. Все, такими вот методами можно было обновить UEFI сертификаты 2023 от Microsoft на ПК Windows 11, Windows 10, на ноутбуке. Если нужна помощь, на сайте перейдите в Telegram. В Telegram есть чат, Telegram с инструкцией. Заходите, вам там помогут. Комьюнити нормальная, помощи есть каждый раз. Подписывайтесь на канал. Всем пока.